Сегодня гость нашей студии писатель Людмила Улицкая, соавтор диалогов с Михаилом Ходорковским. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер. Как родилась сама идея вашей переписки? В течение многих лет, что мне приходилось ездить по стране, я все время натыкалась, уже Ходорковский сидел, даже на следы его огромной деятельности, которую можно назвать благотворительной. Куда бы я ни попадала, в библиотеки, в школы, в самые разные точки, куда попадает писатель для встречи с читателями, и, кстати, в том числе и колонии, я всюду видела следы его деятельности. Это были компьютерные классы, это были программы замечательные. Я не знаю никаких крупномасштабных таких деятелей, которые бы так много денег вкладывали в те вещи, которые, в принципе, должно вкладывать государство. Вот, поэтому я, испытывая очень большой интерес к нему, решила, что я тоже с ним вступлю в некоторый диалог. Что лично вам, как писателю, дали эти диалоги? Конечно, некоторый масштаб происходящего в стране, он для меня поменялся. Я, например, не представляла себе степени отсутствия правосудия. Вот что происходит, когда, возможно, этот процесс показательный в том смысле, что там концентрация произвола, бездарности, чудовищной наглости и совершенно поразительных вещей, беззакония, конечно же. А были ли вопросы в этих диалогах, на которые вы пока так и не получили ответов? Нет, вы знаете, мне Михаил Борисович ответил на все вопросы, которые я ему задавала, отвечал честно, как у меня представляется. Что касается самих вопросов, они были достаточно жесткие. Скажем, вопрос, как вы попали в комсомол? 80-е годы для нас, моего поколения, уже было абсолютно ясно, что там быть нельзя, стоять близко подходить к этому нельзя. А тут молодой человек из интеллигентной семьи каким-то образом туда попадает. Он мне очень интересен, но по множеству вопросов у меня абсолютно другая точка зрения. И, несомненно, он специалист в экономике, а я нет, он деятель бизнеса, а я к этому отношусь, всю жизнь относилась с брезгливым недоверием к бизнесу как таковому, так как это сегодня, устроено. Вот. Но, тем не менее, он мне открыл какие-то вещи, которых я не знала. Вот какие ответы его на ваши вопросы вас больше всего поразили? Михаил Борисович тоже прошел свою эволюцию. И, разумеется, сегодня это другой человек, чем молодой человек 80-х годов. Но для меня, понимаете, именно это и было интересно. Что как человек, сидя в очень сложных условиях в тюрьме, как он развивается, как он движется, какие у него повороты новые внутренние. И я думаю, что то, что сейчас происходит, это не последняя стадия его роста внутреннего, и что мы еще увидим еще другого Ходорковского. Но вот к какому вы типу относите нынешнюю эпоху? Конец оттепели или начало заморозков? Вот вы, прожив хотя бы застав Горбачевскую перестройку. Чистый застой, конечно. Абсолютный застой. Потому что государство очень не хочет перемен. Мы это видим каждый день. Может, в экономике что-то происходит другое. Но то, что застой и гниение в области социальной жизни, социально такой художественной жизни, это определенно. А какие как раз у вас литературные ассоциации вызывают этот процесс в Хамовническом суде? Вы знаете, первое, что пришло в голову, конечно, Кафкианский суд. Но сейчас чем дальше, тем больше, все-таки это ощущение марионеточного театра, жуткой непристойности. И я думаю, что Салтыкова-Щедрина на этот процесс еще не родилась. Потому что, надо сказать, что сталинские процессы, они все-таки не были такими комедийными. Вы знаете, много лет тому назад, когда церкви взрывали еще по первой волне, это было 20-е годы, чудная есть история, я ее читала, сейчас не помню где, какой-то пономарь залез на колокольню. И когда уже приехали крушить церковь, там, с машинами, с этими шарами, он забаррикадировался и никого не пускал туда. И 3 суток стояли машины, а потом плюнули и уехали. Вот все церкви в округе снесли, а это осталось. Понимаете, вот в судейском сообществе, по-видимому, и в прокурорском сообществе нет
сегодня такого человека, который готов влезть на колокольню и реализовать свое человеческое право на мнение, на самоуважение. И, так сказать, все сдаются. Как по-вашему, за счет чего удается людям, подобным Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, сохранить в заключении достоинства и веру в справедливость? Ну, вы знаете, это очень крепкий человек, очень мощный и сильный. Я надеюсь, что ему хватит сил эту историю прожить, пережить и выйти из нее. Я очень бы это хотела. Все-таки прогресс куда-то движется. Мы еще не лишены возможности высказать свое мнение. Поэтому плохо, но не совсем плохо. Что-то все-таки происходит. Это не связано с какими-то особенностями нашего прекрасного режима, но все-таки мир в целом меняется. Вот вы через работу фонда «Хорошие книги» помогаете людям в колониях. Какую, на ваш взгляд, литературу, что ли, в детстве не прочли организаторы судилища по делу ЮКОСа? Я думаю, что они прочли всю ту литературу, которую читали мы с вами, и люди более младшего поколения. И боюсь, что литература не так много здесь может сделать. Обязательное чтение Евангелия до революционное время не поменяло ситуации, и люди, которые в церковно-приходской школе изучали 10 заповедей, взяли прекрасно в руки ружья, палки, орудия пролетариата и пошли устраивать революцию. Но я не думаю, что сегодня есть такие книги, которые способны изменить мышление Лахтина, ну, вот этой всей компании, которая сегодня танцует про, так сказать, Ходорковского. Я думаю, что таких книжек нет на свете. Ну, не знаю, последняя книжка, которая меня привела в большой восторг, это под названием «Черный лебедь». Написал ее ливанский ученый Нисим Талеб. Она, собственно говоря, ровно о том, что меня единственное, что достойно того, чтобы заниматься, так сказать, что следует менять, это наше сознание. Я думаю, что только какой-то пересмотр и понятий современных, всего понятийного аппарата, и нашего отношения к жизни. Это единственная надежда на то, что мы как-то выживем и сохранимся. Как, по-вашему, благодаря вашим диалогам с Михаилом Борисовичем, вырастает ли его фигура до масштабов морального авторитета для наших современников? Ну, вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. С моей точки зрения, да. Я поражена тому, что, скажем, бизнес-сообщество нисколько его не поддержало ни в начале, ни в середине, ни в конце этого процесса. Чувство страха, которое возвращается к людям, оно здесь очень заметно во всем этом процессе. Ведь судьи, поведение прокуроров и судей, вся эта, в общем, чудовищная история, которая происходит, она на самом деле свидетельствует того, что очень много страха. А почему эти люди так себя ведут? Почему они забывают о достоинстве, о чести, о самоуважении? Вся эта, судейская команда. Из чувства страха, наверное, я не знаю другой мотивации я не вижу просто. Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостем нашей студии была писатель Людмила Уливская, соавтор диалога с Михаилом Ходорковским, опубликованного в 10 номере журнала «Знамя». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.